Появляются на планете Земля две цивилизации – мужчины и женщины. Каждому нужно за кого-то закрепиться. Женщина хранит то, что внутри, мужчина охраняет снаружи. Мужчина приручает собаку, женщина приручает кошку. Задача женщины – быть таинственной, втягивающей и свободной. Попытайтесь обрести свободу, когда вы находитесь внутри замкнутого пространства. Естественно, это будет свобода ночи. Так появляется кошка со стороны женщины и собака со стороны мужчины. Когда я начала анализировать все события, произошедшие в моем детстве, я отвечала себе на вопрос, что меня пугало больше всего на свете. Оказалось, это было ухо кошки. Еще маленькой девочкой я посмотрела в кошачье ухо. Там было столько лабиринтов. Я помчалась вместе с кошкой по галактике Млечный Путь и провалилась. И поняла, что это ложный путь, что кошки не могут быть вдохновителями пути, они не могут быть целью, они могут быть только прошлым, которое нужно оттолкнуть от себя и стартовать состояние кошки. Кошка в знаковой системе является осколком времени. И если человек не успевает по времени знать, рядом обязательно появляется кошка. Кошка заманивает человека в ложные лабиринты. Кошка вынуждает человека допроживать. Кошка возвращает его к прежней нечеловеческой мозговой деятельности, а сердечной деятельности. При освоении пространства в дом запускают кошку. Кошка найдет самое лучшее место для жизни на Земле. Но человек пришел на Землю на краткий срок. Он пришел познать и удалиться. Все познанное должно исчезнуть вместе с ним. А кошка не дает удалиться. Кошка заманивает, кошка вынуждает, кошка затягивает. Кошка есть самый большой магнит данной планеты. Причем магнит, который реагирует на мозг. Если собака реагирует только на сердце, и с собаками всегда проще, то кошка реагирует на мозг. Кошка настраивается на вибрации мозга человека и вынуждает его вместе с ней отправляться в иллюзию, отправляться на ложный путь. Не зря люди пытаются иногда избежать пути, который перекрыла кошка. Поскольку время черного цвета, естественно, на черных кошек обращается максимальное внимание. Кошки пытаются в себе сочетать зелень своих глаз. Причем вы видели глаза кошки ночью в свете фар машины. Это огни, это блуждающие зеленые огни, которые заманивают и затем выбрасывают. Вот это манящее состояние кошки, когда тебе кажется, что ты живешь, а ты находишься в иллюзии, и создает притягательный образ, который нужно выбросить из себя. Я желаю каждой женщине войти в шкуру кошки и удалить из себя все кошачье навсегда. Иначе человек не обретет свободы. Как бы кошка есть главная кабала человеческого мозга на территории данной земли, и все кошачьи. И когда-то я проживала очень сильное состояние белого барса, именно женского состояния, состояния красоты всех кошачьих, красоты, гибкости и последней приманки. Главное пройти мимо всех кошек и не отреагировать. Кошка будет все делать, чтобы тебя заманивать, как сюжет, персонаж литературный. Когда я приехала в город Одессу,
Первое, куда меня повели, это к ученому коту. Сказали: вы хотите посмотреть, какой у нас живет ученый кот? Когда я оказалась в Монако, меня привели к огромному коту, к огромной статуе, сказали: за него надо держаться, потому что этот кот вам принесет массу богатства. На самом деле кошку я рассматриваю как некий старт существа, которое должно пройти внутрь тебя, собрать все ненужное, все опоздания, и затем эту кошку надо выбросить из себя. Поэтому с кошками непростое взаимодействие. С собаками много проще. Собака или служит, или лает на тебя. Она, как и мужчина, всегда пряма и всегда по одну сторону. А кошка, как женщина с двумя кривыми внутри мозга, может обвести вокруг собственного хвоста и заставить человека задержаться на этой планете больше намеченного им самим срока. Когда я вижу рядом много кошек, я понимаю, что от собственного плана отклонилась. И нужно как можно быстрее сосредоточиться, еще раз выйти на цель, на смысл происходящего и пройти мимо кошек. А кошки всегда с удовольствием будут вокруг и будут подсказывать, где ты сейчас, внутри своего плана или сбился со своего плана. Ты сейчас живешь собственную жизнь или доживаешь за те обломки и осколки времени, которыми и питаются кошки, перерабатывая их в энергию, затем эту энергию отдают больным людям. За это больные люди очень любят кошек, а здоровые прямо наоборот. Все здоровые люди пытаются исторгать из себя кошку и убирать кошек с своей дороги. Кошка заводит человека в иллюзию. Она берет магнит его мозга и перебрасывает на себя. И человек, естественно, начинает любить кошку как самого себя, как собственный мозг. У несостоявшихся людей, у людей немудрых, кошка всегда заберет все, что она может забрать. Вот представьте, человеческий мозг, он начинает работать. И если он просветлен, все, что происходит вокруг, понятно, ни одна кошка не подойдет и ничего никогда не возьмет у этого человека. Если же человек запутался, ищите кошку. Кошка возьмет и магнитное поле человека, запутавшегося с мозга, вбирает в себя. Что остается человеку? А дальше все. Дальше у него только сердце начинает работать. И он начинает кошку принимать в свое сердце. И начинает ее любить. На самом деле он в кошке любит самого себя, несостоявшегося. И отдавая кошкам свое состояние, он как бы выплачивает долг перед временным осколком. Перед выброшенным собой. И мог бы стать, если бы был умнее, и мог бы состояться, если бы рядом было больше мудрых. К сожалению, человек не очень любит учиться, а учиться человек должен всю свою жизнь. И как только человек прекращает учиться, тут ищите кошку. Кошка сейчас заберет с него все биотоки, выделенные человеку на обучение. И эти биотоки потом сердца человеческие будут гулять за этими биотоками. И они, представляете, кошки доверяют больше, чем самому себе. Они доверяют кошке выбрать место жизни. Ну не смешно ли? Или куда поставить кровать. Они уже свой сон передоверили кошке, они свое здоровье передоверили кошке, они себя передоверили кошке. А на самом деле кошка – это такой хищник, очень тонкий хищник, ну как и женщина. В каждой женщине живет хищница, которая готова всегда заманить мужчину, показать, что она сейчас просто жертва, и играть роль жертвы, а на самом деле жертвой будет он. Так и здесь, одно и то же. Кошка забирает у человека биотоки мозга, затем он за своими же биотоками гоняется.
А если бы меньше ленился, лучше бы учился, никакая бы кошка у него ничего не взяла. Он бы сам определял, где ему спать, что ему есть, как ему ходить и как ему лечиться. Не передоверяй, это кошка.